В этом выпуске вы увидите, как мы пересекли границу Мексики и начали наше увлекательное путешествие по полуострову Юкатан. Мы окунулись в богатую культуру древней цивилизации майя и посетили столицу полуострова, город Мерида. Затем мы отправились к побережью. Доброе утро, друзья! Мы в Мексике. Вчера переехали границу, и в Белизе нас немножко поддержали. Сказали, что сделают сначала запрос на мексиканскую сторону, может ли гражданка Белоруссии попасть в Мексику. Но буквально спустя 10 минут дали добро, сказали, что можем ехать дальше. А на мексиканской стороне уже было гораздо все проще. Порадовал, конечно, как на любой другой границе, белорусский паспорт. Его смотрят со всех сторон, ищут главную страницу, которая находится не в начале паспорта, как у всех, а в конце. Потом смотрят условия въезда. Для белорусов нужна виза. Затем они ищут европейскую визу, как основание для въезда тоже является. И потом уже начинается оформление. Буквально на минут на 5 дольше, чем у всех остальных. Все это длится. Затем мы оформили машину и въехали на территорию Мексики. Доехали до ближайшего приморского города. Заехали в супермаркет. Очень удивились местному разнообразию продуктов и ценам, которые нас порадовали. Закупились и двинулись к ближайшему хорошему кемпингу, который находится на побережье. Здесь мы останемся на 2-3 дня. Делаем для вас видео. У нас есть новые планы, о которых мы расскажем позже. Сегодня такой прекрасный восход. Все еще спят. Здесь много машин туристов из Канады, Америки. Все большие, огромные. А мы такие скромные на маленьком автобусе. Выехав из кемпинга, мы решили исследовать полуостров Юкатан и первым делом направились вдоль побережья, известного своими великолепными пляжами. Проехав всего час, остановились на берегу небольшой туристической деревушки. Слева от нас, вдали, мы заметили длинный пирс, к которому был пришвартован круизный лайнер. Я давно мечтал полетать на дроне вокруг лайнера и, конечно, не мог упустить эту возможность. Долетев до корабля, я обнаружил, что за первым лайнером скрывается еще 2. Вот такой неожиданный сюрприз. Это было просто невероятно, и я с удовольствием запечатлел эту картину с высоты.
Вдоволь налетавшись на дроне, мы решили прогуляться по тихой деревушке. Попробовали местное мороженое, насобирали кокосов, сбитых с пальм ветром, а к вечеру расположились на ночлег у старого маяка. Рядом стояли несколько кемперов с такими же путешественниками. Их присутствие добавляло спокойствия. На Юкатане множество руин майя, многие из которых еще до сих пор не раскопаны. Мы решили посетить довольно новые археологические объекты, которые были освоены всего несколько лет назад. Однако из-за того, что оплата принималась только наличными, нам пришлось осмотреть эту археологическую зону с воздуха. Дрон начал себя окупать. Мы продолжили наше путешествие, проезжая через живописные городки и очаровательные деревушки, направляясь к одной из самых необычных достопримечательностей Мексики – сенотам. На полуострове Юкатан насчитывается около 6000 сенотов. Эти природные водоемы образовались в результате обрушения известковых пещер и являются важной частью экосистемы региона, а также популярными местами для купания и активного отдыха. На Юкатане есть множество сенотов, природных колодцев, которые стали важной частью культуры майя. В древности эти уникальные водоемы использовались не только как источник пресной воды, но и для проведения религиозных ритуалов. Майя верили, что сеноты – это вход в подземный мир, и часто приносили туда дары и жертвы. Нам посчастливилось посетить разные виды сенотов, включая как открытые, так и спрятанные в пещерах. Один из них был под солнцем, яркий и живописный, где мы смогли поплавать в кристально чистой воде. Это было настоящим удовольствием освежиться в такой красивой обстановке. Вот такой вот сенот. Это корни деревьев опускаются к воде. Вот она, королева сенота. Сейчас будет прыгать отсюда. Оля очень любит прыгать. И вот эти вот 5 метров, это вообще ничто для нее. Богиня сенота Ольга Николаевна. Что-то нашли интересное. Что это? Это какая-то хрень несъедобная. Сколько их много, все дерево в них. Листьев нет. Понюхай, чем пахнет. Зелень. Скажи. Там что-то мягкое. Вчера заночевали прямо возле одного из сенотов. Искали место вчера, где можно недорого посетить сенот. Их здесь много, но цены, конечно, стали космические. Здесь вот буквально 200-300 метров отсюда за 700, то, что мы вам показывали. А здесь рядом такой скрытный, не раскрученный за 100, в 7 раз дешевле. И мы остались здесь прям ночевать. Неподалеку еще парочку таких же недорогих сенотов есть. Они, в принципе, не сильно уступают по своей красоте другим. Поэтому мы с удовольствием посетили их. И сейчас поедем дальше в музей. Вот. Ухтум, или как-то так называется. Через, наверное, час-полтора мы до тут доберемся. И, может быть, запустим дрон. Вот. Ну и пойдем сходим. Я надеюсь, там не так сильно дорого будет, потому что, конечно, цены американские. Нас они не очень устраивают. Но одеваться некуда.
надо посещать. В Мексике беда. У них очень часто не принимают кредитные карточки, поэтому нужно все время иметь наличные, которые у нас не часто бывают. Вот сейчас заправлюсь на то, что есть, потому что осталось буквально 10 литров. Look. 350, 370. Окей. Но потом доедем до большого города, и там уже заправимся по карточке. Это не будем заливать. Дизель стоит евро 30 примерно за литр. Поэтому это самый дорогой, наверное, на нашем пути ценник на дизель. Вот. Так что приходится заливать, а что делать? Так, друзья, мы добрались до следующего комплекса Майя. Это Ухмаль. Вот название. Кто как его читает, по-разному. Сейчас 8 утра. Мы ночевали прямо здесь, на стоянке. Было довольно-таки тихо. Это один из самых популярных комплексов. Даже многие говорят, что это лучше, чем Чеченица. Мы сейчас проверим. Я когда-то здесь был уже, но уже не помню. Поэтому пройдем как заново. Прямо на входе нас встречает вот такая огромная пирамида. Походу, город не маленький. И вот мы уже справа видим другие строения. Сейчас мы пойдем в ту сторону. Вперед. Солнце Юкатана палит немилосердно, но тропический ветерок смягчает жару, пока мы идем по древним камням Ушмаля, одного из самых загадочных городов майя. Этот археологический комплекс, расположенный в мексиканском штате Юкатан, раскинулся на территории около 15 километров квадратных, окруженный густыми джунглями. Когда-то здесь кипела жизнь, возвышались дворцы, храмы, площади для ритуалов, а сегодня Ушмаль, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, молчаливо хранит тайны исчезнувшей цивилизации. Мы стоим в центре, на площади. Вокруг огромное строение. Выглядит очень монументально. С резьбой, с фресками. Супер. Нам очень понравилось. Ушмаль, основанный около VI века нашей эры, был покинут майя задолго до прихода испанцев, вероятно, из-за засухи или социальных потрясений. Конкистадоры в XVI веке наткнулись на его руины, но лишь в XIX веке город стал объектом исследований. От других городов майя Ушмаль отличает изысканная архитектура стиля пуук. Здесь нет гигантских пирамид вроде Чеченицы, зато есть гармония линий и виртуозная каменная резьба. Стены зданий, сложенные из местного известняка, украшены геометрическими узорами, масками бога Чаака, повелителя дождя, и змеиными мотивами. На большой площади для игры в мяч до сих пор витает дух состязаний, которые были не просто спортом, а священным действом. Каменные кольца на стенах, куда игроки должны были забросить тяжелый каучуковый мяч с помощью бедер и локтей, символизировали вход в подземный мир. Победа ассоциировалась с триумфом жизни над смертью, но согласно легендам, капитан проигравшей команды иногда приносился в жертву богам. Его кровь должна была обеспечить плодородие земель. Главная доминанта Ушмаля – пирамида волшебника высотой 35 метров. Ее овальная форма не характерна для мезоамериканской архитектуры, будто вырастает из земли, напоминая мифические холмы майя. Рядом высится дворец правителя, образец мастерства древних зодчих. Его фасад декорирован тысячами каменных плит, складывающихся в мозаику из символов власти и космологии. Астрономическая ориентация построек Ушмаля поражает. Во время летнего солнцестояния лучи заката освещают центральную лестницу пирамиды волшебника, словно оживляя древние ритуалы. Ушмаль окутан мифами. Самый известный из них о карлике-волшебнике, рожденном из яйца, который поспорил с местным правителем, что построит пирамиду за одну ночь. Когда на рассвете пирамида волшебника была готова, царь, признав поражение, передал карлику власть, но тот, превратившись в ягуара, убил его. Эта история, передаваемая из уст в уста, объясняет необычную форму пирамиды и напоминает о мистической связи майя с природой и божествами. Другая легенда гласит, что Ушмаль был городом мудрецов, где жрецы общались с богами через сны, а на закате, если прислушаться в шепоте ветра, между руинами можно уловить голоса древних, будто духи майя до сих пор охраняют свои тайны.
Гуляя по Ушмалю, ощущаешь хрупкость времени. Камни, прогретые солнцем, ступени, по которым ступали жрецы, безмолвные арены игры в мяч – все это заставляет задуматься о вечном цикле жизни и смерти, в который верили майя. Ушмаль не просто археологический памятник, это портал в прошлое, где легенды и истории переплетаются под небом Юкатана. Входные билеты стоят для иностранцев 25 евро на человека, для мексиканцев в 2 раза дешевле, а для жителей Юкатана менее 5 евро за билет. I'm a drop in the ocean, just a face in a crowd waiting to be seen. Big dreams set in motion. I wanna go where no one's ever been. I would climb the highest mountain. I would take the deepest sea. Наш приезд в Мериду, столицу мексиканского штата Юкатан, совпал с масштабным маршем феминисток 8 марта, добавившим ярких красок в первое впечатление о городе. Проведя здесь несколько дней, мы отметили не только богатство культуры, но и заметные контрасты региона. Сильные стороны. Юкатан покоряет природными историческими богатствами. Пляжи с кристально-бирюзовой водой – идеальное место для отдыха. Не менее впечатляют древние руины майя, бережно восстановленные и доступные для посещения. Инфраструктура радует качественными дорогами и удобными кемпингами с хорошим сервисом за умеренную плату. В городах приятно удивляет доступность продуктов и товаров, а местные жители встречают с теплотой и открытостью. Отдельный плюс для автопутешественников – возможность оформить временный ввоз автомобиля на целых 10 лет, что упрощает длительные поездки. Минусы, которые мы заметили. Для нас было совершенно неожиданно в Мексике увидеть столько мусора вдоль дорог. А в деревнях отходы сжигают на окраинах. Хотя в городах достаточно чисто. Дизель здесь дорогой, примерно евро 30 за литр. На заправках редко встретишь кафе или магазины, даже по сравнению с более бедными странами. Здесь чувствуется нехватка сервиса, а в туристических зонах цены завышены. Носите с собой наличные, с картами часто проблемы. Заехали на Мерседес сделать чек моих рулевых тяг, потому что уже сильно гремят. По результатам осмотра обнаружен люфт в рулевой рейке, который необходимо заменить. Мы планируем заняться этим позже, когда доберемся до столицы Мексики – Мехико. Карибское море! Ехали по дороге, увидели водяной автомат. Сейчас попробуем набрать. Перелив. Так прямо на улице. Да, правда. Не знаем, как обстоят дела в остальной Мексике, но на Юкатане мы чувствовали себя очень безопасно. Местные жители здесь доброжелательные и всегда готовы помочь. Кроме этого, нам понравилось, что даже в небольших деревнях можно подключиться к бесплатному Wi-Fi, что позволяет нам оставаться на связи. Посмотрим, как будут дела в других регионах Мексики. Сегодня приехали еще в один Синод. Рано утром, пока нет туристов, решили поплавать. Вход по 10 евро с человека. Он закрытый, солнце туда не попадает, но есть освещение. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Вперед! Вот такие сталактиты, сталагмиты, летучие мыши. Вот они, вообще красота пошли. Друзья, вы только посмотрите, какая пещера.
Сейчас пойдем купаться, а Толя уже подготовилась среди вот этих сталактитов, сталагмитов. Вообще просто потрясно. Мы здесь практически одни. Сейчас будем делать заплыв. Какие-то звуки странные. Страшно. Немножко страшно, но ничего. Я поснимаю ее, если что. А вот, давай, заплывай. Ну что, друзья, мы поплавали. Так прикольно, когда заплываешь там за большие колонны. Там такой вид открывается шикарный. Жалко, что фотоаппараты с собой невозможно взять. Но нас очень порадовало, конечно, это место. Такое необычное. Немножко жутковато. Оля очень боялась плавать. Но тем не менее мы проплыли. Получилось. Вау, супер. Вообще класс. Ну что, друзья, я получил новый паспорт. И теперь мы можем ехать по нашему новому плану. Мы хотим вернуться домой. Через 3 дня у нас самолет из Канкуна во Франкфурт, потом дальше в Литву, в Вильнюс и оттуда на автобусе в Беларусь. Вот такие у нас планы. Мы доехали до знаменитых пляжей Канкуна, которые славятся потрясающим цветом воды и белоснежным коралловым песком. Бирюзовые оттенки Карибского моря, которые мягко переходят в глубокий синий, создают восхитительные пейзажи, завораживающие своей красотой. Даже на Мальдивах я не видел таких оттенков воды. Вдоль пляжей расположились роскошные отели, предлагающие своим гостям все удобства для комфортного отдыха. По рекомендации GPT-чата мы заехали в популярное среди местных заведение, чтобы попробовать мексиканские такос. Это кукурузные лепешки, наполненные сочным мясом, луком и специями. К ним подаются ароматные острые соусы из авокадо и томатов, а также свежий лимон для добавления яркости вкуса. На пару дней мы остановились в небольшом приморском городке, где нас неожиданно лишили автомобильного номера. Это случилось у одного из супермаркетов. Из-за высоты нашего автобуса мы не смогли заехать на парковку и оставили его вдоль дороги, где стояли и другие машины. Когда мы вышли из магазина, то увидели, как местные полицейские лихо снимают номера у всех автомобилей. Нам сообщили, что для возврата номера нужно будет оплатить штраф в 150 евро. Однако у нас были другие планы на эти деньги. Ну что, друзья, мы готовы к вылету на родину. Автобус оставили на специальной парковке. Здесь француз заведует. У него стоит много таких вот машин, хозяева которых уже уехали. Здесь небольшое такое место, где мы паркуемся. Туалет, душ, условия минимальные. Ну, вроде бы охраняемая стоянка. Вот с десяток машин стоит. Берет по
75 евро за месяц. Оленька, ты готова к вылету? Я очень готова. Кто нас дома ждет? Все близкие, родные люди. И собачки с кошечками. Собачка, кошечка. Вот у нас очень маленький багаж, всего лишь рюкзачок и сумочка. Больше не получается. Все помыли, убрали. Да, все чистенько, подготовились. Так что через 3 часа выезжаем. Ура! Ну что, мы в аэропорту. Вот наша полосатая дудка стоит. Нео А330, новый самолетик. Попробуем долететь до Франкфурта. Через 2 часа посадка. Итак, наш маршрут лежит из Канкуна во Франкфурт. Стоимость билета туда и обратно составила 550 евро с человека. Затем мы отправились на поезде в Нюрнберг, а оттуда долетели на самолете до Вильнюса всего за 19 евро. Билет из Вильнюса в Минск обошелся нам в 50 евро на каждого. На границе не было ни машин, ни очередей, и мы прошли все формальности примерно за час в очень спокойном режиме. В итоге за 1,5 суток мы благополучно добрались до дома. Is everything pale and cold? Can't seem to pick up my phone. It's been ringing all day long. Behind these clouds, I know the sun will be, but today's raining, so be patient with me. I'll be right. Somehow I must be somewhere the sky is blue. Вот нас встречают, сынок. Не прошло и года, мы добрались до Вильнюса на перекладных. Somewhere the sky is blue. Привет, друзья! Ну что, мы приехали домой. А сейчас в гостях у Олиного брата. У него сегодня день рождения. И мы собрались тут все отметить это дело. Шашлык, машлык. Да, Оль? Ты рада, что дома? Очень. Пойдем посмотрим, что здесь есть. А это Олина собачка, Да, которая не может с нами поехать. мог быть нашим третьим членом экипажа, но не переносит абсолютно поездки. Да, Вот мог бы. даже доехать в машине чуть-чуть ему плохо. Мог бы нас охранять, но, к сожалению, должен отдыхать дома. Уже не молод. Да, Ричи? Да, 12 годиков, 12. Заехали на центральный рынок Комаровский. Взяли чебуреки и пироги с сыром. Вот мы здесь купили Белорусской коммунарке золотую 120 лет. Да, коллекция выпустили. Вот они. Видите, В честь этого 4 вида новых коллекционных. да, с золотыми оконечностями. Сейчас будем снимать пробу. Ну давай мишку попробуем сначала. Ну что, вкусно? Короче, нам все понравились, особенно вот Аленка. У них добавлены Добавлены орешки. больше орехов. Короче, вкуснее раза 2, чем обычная версия. А здесь спиртное чувствуется, так коньяк какой-то очень Так что хороший. рекомендуем попробовать новую золотую коллекцию. Это вот Аленка. Красная шапочка. А, красная шапочка. Ну что, друзья, мы вернулись на то место, откуда когда-то 1,5 года назад уезжали. Здесь мы делали свое первое видео перед отъездом. И год прошло уже,
ни много ни мало 1,5 года. И мы делаем опять небольшую паузу, останавливаемся в Минске. И осталось нам буквально недели 3, и мы снова в путешествии по Мексике. В Минске прямо солнечно, тепло, Но красотища. ждем похолодания, должен выпасть снег. Да, обещают снег, которого мы давно не видели. Надеемся захватить его, но не замерзнуть. Друзья, спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И особое спасибо за донаты.